На самом деле, тема, конечно же, проскакивала в литературе, в кино. Фраза «голодающие Поволжье» не была совсем запретной. Можно вспомнить, например, повесть Леонида Пантелеева «Республика Шкит», где рассказывается о жизни беспризорников в молодой советской стране. Тема, о которой идет речь, тоже проскакивает. Тем не менее, детально говорить о голоде в Поволжье и в других регионах в 20-х и 30-х годах прошлого века было запрещено. Никто не разбирался в причинах. А если и были такие люди, то они помалкивали от греха подальше. Почему? Вообще, в сети есть множество фото того времени, и их можно сравнить разве что со снимками из концлагеря. Тут я выложила самые тяжелые фотографии. Сейчас известно, что голод в СССР был в 1921-1922 годах и в 1932-1933 годах. Не исключаю, что были и другие тяжелые годы, но именно об этих годах чаще вспоминают. Добавлю, что говорить нужно не только о Поволжье, но и о других регионах страны. Урал, Черноземье, Сибирь и так далее. В СССР, если речь все же заходила о тех тяжелых годах, все сваливали на засуху. Но уже в 80-х годах прошлого века некоторые ученые начали заявлять, что не все было так просто. Теории заговора интересны тем, что чей-то злой умысел в них трудно доказать. С одной стороны, в них охотно верится. С другой, принимать на веру что-то – это допустимо только для людей, являющихся адептами какой-либо религии. Это фото, несмотря на то, что оно не самое страшное, вызвало у меня самые сильные эмоции. Увы, с фактами в истории про голод все не так хорошо. Но есть некоторые интересные аргументы. Начнем с того, что большевики в первую очередь опирались на пролетариат, угнетенных рабочих заводов Российской империи. Но проблема была в том, что страна была аграрной, подавляющее большинство – крестьяне. Ленин это хорошо понимал. Осознавал вождь пролетариата и то, что крестьяне по большому счету не являются классом, который чужд коммунистам. Поэтому тружеников села попытались заинтересовать лозунгом «Земля крестьянам». Это подействовало на какое-то время. Когда речь зашла о том, что все вокруг должно быть колхозным, сельская беднота возрадовалась, а крепкие хозяйственники, кулаки, не были в восторге от веяний новых политических ветров. Пришлось сменить пряник на кнут. Начали организовывать отряды подразверстки с 1919 года. У крестьян силой отбирали хлеб. И эта мера большевикам казалась вполне нормальной. Нужно было кормить главную силу – рабочих, которые ничего съестного не производили. А крестьяне как-нибудь справятся на земле. При этом все обставлялось красиво. Мы отбираем только излишки. Но если по-честному, коммунисты были заинтересованы в том, чтобы крестьянское большинство составляли бедняки. Есть мнение, что в Поволжье, как и в других регионах, отряды подразверстки перегибали палку, отбирая последнее. Самое главное – зерно, которое предназначалось для посадки. И в итоге у крестьян просто не было семян. Есть еще версия о том, что голод в Поволжье не печалил большевиков, потому что можно было выгодно воспользоваться ситуацией. Речь о следующем. Первое. 20-е годы. Большевистское государство еще совсем молодо. Случился голод. И власти всех уровней начали активно действовать по исправлению ситуации, демонстрировать бурную деятельность, не забывая забирать хлеб у крестьян. Второе. Кампания по борьбе с голодом была отличным обоснованием изъятия имущества у церквей, что и было незамедлительно проделано. Я не хочу целиком и полностью осуждать СССР. Но, как мне кажется, о голоде в Поволжье долгое время не вспоминали именно потому, что его причиной стала политика большевиков, а никакая не засуха. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.